12 апреля 1961 года на первых страницах вечерних газет мелькал портрет одного и того же человека. Его имя звучало на всех радиостанциях, на всех языках мира. Везде, от кабинетов министров и до кухни в провинции любой страны, обсуждали одно и то же событие. Первый человек полетел в космос. Первый космонавт планеты – Юрий Гагарин. Через год после полета Гагарина 12 апреля начали отмечать как День космонавтики. А еще через 6 лет этот праздник стал отмечаться и как Всемирный день авиации и космонавтики. Для всех землян радость была общей. В Советском Союзе к этой радости всегда примешивались нотки гордости. Это наши смогли такое. Это наш парень стал первым. Такие чувства современников вполне понятны и нам. До сих пор памятник Юрию Гагарину можно установить совершенно в любой стране мира и не встретить никаких споров и ни одного голоса против. Сегодня поговорим о человеке, который навсегда изменил мир 62 года назад. Выбирая человека для первой космической миссии, конструкторы сделали ставку на молодых военных летчиков. В конкурсе участвовали почти 3500 претендентов. Обязательных условий было много. Безупречное здоровье, отличная физическая форма, достаточная летная подготовка, возраст до 35 лет и, конечно, положительные характеристики. Но едва ли не важнейшей деталью стали строгие ограничения габаритов будущих космонавтов. Не тяжелее 70 килограммов и не выше 170 сантиметров. Более крупный человек просто не влез бы в крошечную кабину «Востока». В отряд космонавтов отобрали 12 человек. Запустили подготовку. Перегрузки, температурные воздействия, общие физические и специальные тренировки, затем экзамены. После финальных испытаний комиссия по отбору космонавтов вынесла заключение. Рекомендуем следующую очередность использования космонавтов в полетах. Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович. Почему первым в списке оказался Гагарин? Все просто. Дружелюбный характер, уверенность в себе и никакой заносчивости. Это отмечали все, кто был с ним знаком. Показательно считали и такую деталь. Гагарин с удовольствием играл в баскетбол, почти всегда в роли капитана. И все это с ростом 160 сантиметров. По воспоминаниям свидетелей, Гагарин единственный прошел своеобразный тест на честность. Всем тренирующимся космонавтам был дан препарат, вызывающий головную боль. При этом скрывать любые недомогания запрещалось. Но лишь Гагарин отрапортовал: голова болит, но выполнить задачу готов. И все же окончательный выбор был сделан в последний момент. 3 апреля тройка претендентов – Гагарин, Титов и Нелюбов – записала свои обращения к нации и миру. 4 апреля всем троим подписали удостоверение пилотов-космонавтов. Даже сложные и дорогие в производстве скафандры были сшиты для всех троих кандидатов. Первым мог стать любой. Более того, Гагарин не был самым опытным пилотом, если говорить о количестве летных часов. Титов был подготовлен ничуть не хуже, а может, в чем-то даже и лучше был. Из дневниковых записей помощника главкома ВВС Николая Каманина становится ясно: Титова и вовсе берегли для особо важной задачи. Ровно за неделю до пуска, 5 апреля, Каманин пишет: «Единственное, что меня удерживает от решения в пользу Титова, это необходимость иметь более сильного космонавта на суточный полет». Наконец, 10 апреля, за 2 дня до полета, состоялось заседание Госкомиссии. Каманин представил всех кандидатов. Всем первым в истории СССР присвоили звание пилотов-космонавтов ВВС. Каманин рапортовал: по мнению командования ВВС, первым можно утвердить Гагарина, а запасным Титова. Именно так комиссия и поступила. Причем единогласно утвердила список. Истинную причину такого выбора мы никогда так и не узнаем. Известно, что комиссия сочла излишнюю интеллигентность и неславянское имя Германа Титова серьезным недостатком. Нелюбова браковали за неблагозвучную фамилию в том числе. Вполне вероятно, что это тот случай, когда личная харизма стала решающим аргументом при прочих равных. И дело тут было не просто в человеческих симпатиях членов комиссии. Они понимали, что в случае успешного запуска на первого космонавта Земли лягут в том числе и дипломатические и медийные обязанности. И на эту роль Гагарин годился лучше других. Те, кто остался в России, уже привыкли к полупустым торговым центрам или к совершенно грабительским ценам на зарубежные бренды.
При этом любой проживающий в Соединенных Штатах может зайти на сайт американского аутлета и заказать вот эти кроссовки New Balance по цене одного ужина в кафе. И так не только с New Balance. Nike, iHerb, Adidas, Levi's, Calvin Klein – все это в США доступно и гораздо дешевле. Купить и привезти из Соединенных Штатов одежду, обувь и витамины помогает сервис «Просто Бокс». Он доставляет в Россию, Казахстан и в другие страны. Мой заказ приехал в Израиль с их склада всего за 10 дней. В Россию посылки едут также, в среднем от 8 до 10 дней, в Казахстан подольше, 2-3 недели. При этом оплатить заказ можно и долларами, и рублями, и тенге, и даже криптой. Самый простой способ заказать нужные вам вещи – доверить покупку байерам «Просто Бокса». Вся коммуникация с байером и оплата происходит прямо в личном кабинете сервиса «Просто Бокс». Вы отправляете байерам нужные ссылки, а они выкупают ваш заказ с американских сайтов, используя карты компании. Вам останется только подождать, когда товары придут на склад, и оплатить доставку к вам домой. Посылку принесет курьер, или вы сможете забрать ее в ближайшем пункте выдачи. Доставка стоит от $3.99. У «Просто Бокса» развитый клиентский сервис. Нет скрытых платежей, все прозрачно, поддержка 24/7 на русском языке, бесплатная переупаковка и объединение посылок из разных магазинов. Новым клиентам скидка 10% по промокоду RP-Максим. Старым клиентам тоже скидка и тоже 10%, только промокод другой – Максим. На работу байеров тоже есть промокод Get It Now. Введите его при оформлении заказа и получите товар по магазинной цене, без наценки. А если вы хотите быть в курсе всех распродаж американских магазинов, подпишитесь на телеграм-канал «Просто Бокса». Вам расскажут, где что выгоднее покупать. Все ссылки в описании. Важно отметить, что речь не о подсанкционных товарах, поэтому эта санкция никак не нарушает. После удачного полета всю историю поспешили раскрасить триумфальными красками. Но на этапе отбора кандидатов успех космической экспедиции был совершенно неочевиден. И для членов комиссии, которая принимала такое непростое решение, перспективы виделись под разными углами. Вот как пишет об этом Николай Каманин. 5 апреля. Трудно решать, кого посылать на верную смерть. И столь же трудно решить, кого из 2-3 достойных сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя в истории человечества. Мысли об отправке космонавтов на верную смерть всегда были где-то рядом. Опыт запусков был минимален, тем более успешных запусков. Благополучное возвращение собак-космонавтов в августе 60-го, конечно, внушало некоторый оптимизм. Но если исходить из современных стандартов безопасности, риск был колоссальный. В своих дневниках тот же Николай Каманин сетует: много неполадок, мало испытаний, на всем печать спешки. За неделю до запланированного пуска, когда космонавты были уже на космодроме, а последние приготовления шли полным ходом, в конструкции корабля засекли короткое замыкание. Пришлось разбирать едва ли не половину всего борта. Технические проблемы выявлялись и устранялись до самого запуска. В ночь на 11 апреля переделывалась одна из схем электропитания, а в ночь на 12, когда до старта оставались считанные часы, вносились изменения в программу, отвечающую за метод спуска. Дело осложнялось еще и тем, что у конструкторов не было уверенности, что при использовании резервного режима спуска космонавт приземлится в расчетной точке. Отклонения могли настолько изменить траекторию, что Гагарин и вовсе мог приводниться в океане, а то была верная гибель. Крайне нежелательным был и вариант приземления на чужой территории. Кстати, красные буквы СССР нанесли на шлем первого космонавта в последний момент, когда даже скафандр был уже надет. Надпись сделали, что называется, на коленке, буквально первой подвернувшейся кисточкой и краской. Решили таким образом обозначить гражданство космического путешественника. На всякий случай. Знаменитые кадры, на которых Гагарин спокойно улыбается перед стартом, похожи на хронику, но это постановочные съемки. Их провели уже после успешного возвращения на Землю. Последние манипуляции с кораблем происходили примерно за час до старта. Датчик закрытия посадочного люка работал некорректно. Тогда раскрутили 3 десятка гаек, устранили неполадку и закрутили обратно. Большинство собравшихся на космодроме были уверены, они видят Гагарина в последний раз.
Многие очевидцы говорят, что им, провожающим, как будто не хватало знаменитого гагаринского «поехали». Как будто именно оно было нужно, чтобы как-то разрядить обстановку. Но мало кто в курсе, что это «поехали» было локальным мемом. Павел Попович вспоминал, что слова и интонации Гагарина отсылали к анекдоту, над которым в отряде космонавтов смеялись накануне. За 100 с небольшим минут полета нештатные ситуации возникали трижды. Спуск тоже прошел с некоторыми отклонениями от запланированного. С Земли за прохождением полета следили сотни инженеров-конструкторов из самых разных технических специалистов. И если триумф первого полета принадлежал целой стране, то риски путешествия в неизвестность взял на себя один человек. Земля, космонавт, самочувствие отличное, продолжаю полет. Первые, самые опасные секунды полета прошли благополучно. Но уже на 3-й минуте что-то пошло не по плану. Отказал один из блоков питания. Гагарин не мог этого ощутить, но приборы зафиксировали, что команда отключения двигателя прошла только по резервной схеме. Двигатель проработал дольше заложенного на какие-то доли секунды, но этого оказалось достаточно, чтобы «Восток» проскочил расчетную орбиту и поднялся на 100 километров выше. А это значило, что Гагарин лишился одного из вариантов спуска. «Восток» вышел на орбиту. «Светло, вижу Землю, облака, видимость отличная». Голосовая связь с Центром управления полетом была единственной нитью между Гагариным и другими участниками проекта, единственной нитью с Землей. Радиосвязь была неустойчивой и в некоторые моменты прерывалась. Это были минуты оглушающей тишины. От дома Гагарина отделяли немыслимые скорости и расстояния. Затем связь восстанавливалась, полет шел своим чередом. Когда «Восток» набрал высоту, Гагарин смог слегка ослабить фиксацию скафандра, расстегнул гермошлем, руки получили большую свободу движения. Прислушиваться к своим физическим ощущениям, зафиксировать их и свое психическое состояние – все это было описано в списке обязательных задач. Ощущение невесомости, о котором Гагарин читал в детстве в книгах Циолковского, овладевало телом плавно и постепенно. Голова работала хорошо, а двигаться стало существенно легче. Вместе с планшетом, который писал звук, в распоряжении космонавта был обычный грифельный карандаш и бумажный бортовой журнал. Невесомость не мешала писать на бумаге, но выпущенный из рук карандаш продрейфовал в неизвестном направлении и потерялся. В какой-то момент на звукозаписывающем устройстве закончилась пленка. Пришлось отматывать к началу, чтобы писать дальше. Спуск на Землю пошел не по плану. Из-за излишнего набора высоты при старте термодатчики, запускающие разделение спусковой капсулы, сработали раньше. Это повлекло нарушения в работе техники, из-за которых траектория движения стала произвольной, неконтролируемой. Все кружилось: то вижу Африку, то горизонт, то небо. Только успевал закрываться от солнца, чтобы свет не падал в глаза, напишет в постполетном отчете Гагарин. Само отделение спускового аппарата произошло с задержкой на 10 минут, где-то над Средиземным морем. При входе в атмосферу обшивка капсулы пылала, за стеклами иллюминаторов стояло пламя. В те годы никто не знал, что такой эффект неизбежно возникает от сильного трения воздуха. Приборы двоились в глазах от гигантских перегрузок, треск горящей обшивки был слышен внутри. По радиосвязи Гагарин успел попрощаться со всеми. «Я горю, прощайте, товарищи», — сказал он. Эти слова будут засекречены на долгие годы. И все же спуск завершился благополучно. На высоте 8 километров капсулу засекли локаторы в аэропорту Энгельса Саратовской области, а через минуту летчик-космонавт катапультировался. Спуск на парашютах продолжался несколько минут. Все это время Гагарин пытался открыть дыхательный клапан скафандра. Его пережало привязной системой. Воздуха ощутимо не хватало. Чтобы избежать спуска в ледяную воду разлившейся Волги, Гагарин обрезал часть строп парашюта самым обыкновенным ножом. Он был закреплен на скафандре. И, маневрируя при спуске, спланировал на твердую поверхность примерно в километре от реки. Самое непредсказуемое космическое путешествие завершилось у деревни Смеловка. Гагарин стоял на Земле. Дома. Перед полетом было подготовлено 3 варианта сообщения ТАСС: о гибели космонавта, о его приземлении на чужой территории с просьбой о помощи терпящему бедствие
И третье о благополучном завершении полета. Его-то, самое счастливое, мир и услышал. К концу дня имя Гагарина знали в каждом уголке планеты. Первые полосы газет на всех языках мира были наполнены словами восхищения и поздравлениями советскому народу. А в наших городах и поселках творилось что-то невообразимое. Так встречали разве что весть о победе в Великой Отечественной. На улицах обнимались и плакали незнакомые люди. Соседи тащили столы во двор, чтобы отметить такое событие вместе. Уроки в школах и лекции в институтах были отменены. Люди выходили на улицы со сделанными на скорую руку плакатами с надписями «Мы в космосе» и «Юрий герой». Или даже так «Ура Белке, Стрелке и Гагарину». Имя Юрий мгновенно побило все рекорды популярности среди родителей новорожденных. Первый космонавт стал гражданином мира. С официальным визитом он посетил около 30 стран. С ним встречались монархи, президенты, парламентарии и диктаторы. Вот майор Гагарин завтракает с британской королевой Елизаветой II, а вот в исландском аэропорту общается с солдатами и офицерами Соединенных Штатов. На следующий день жмет руку Фиделю Кастро, а вот возлагает венок на могилу Махатмы Ганди, путешествует по Шри-Ланке, причем сам пилотирует самолет. Австрия, Ливия, Финляндия, Афганистан, Канада, Франция, Мексика, Япония. Да, власти СССР, безусловно, получили от космического запуска все политические дивиденды. Да, триумф советской инженерной мысли признали все, и союзники, и оппоненты. Но то была и какая-то общечеловеческая гордость. В первом полете в космос виделось не только достижение коммунистов. Это был успех человека с большой буквы. То была радость, объединившая всех землян. Испытания медными трубами Гагарин прошел достойно. Люди, которые выбрали этого дружелюбного и уравновешенного парня на роль первого космонавта планеты, не ошиблись. По воспоминаниям современников, Гагарин оставался открытым и простым до конца своих дней. Дней этих, к сожалению, было совсем немного. Когда утихли овации и официальные визиты стали реже, Гагарин вернулся к повседневной работе. Несколько лет он был старшим инструктором и командиром отряда космонавтов. Досрочно дослужился до звания полковника. В 1965-м даже готовился к новым стартам. Планировался запуск первого пилотируемого корабля «Союз». Полковник Гагарин был дублером Владимира Комарова и проходил предполетную подготовку в составе второго экипажа. Но Комаров трагически погиб при испытаниях «Союза». Вопрос об участии Гагарина в новых пусках больше не поднимался. В 1968 году 34-летний Гагарин возвращается к летной практике в военно-воздушных силах. Правда, теперь в роли летчика-испытателя. 28 марта во время тренировочного полета самолет, пилотируемый Юрием Гагариным и Владимиром Серегиным, терпит крушение. Оба пилота гибнут. Расследование катастрофы было строго засекречено. А потому такая неожиданная смерть первого космонавта немедленно стала обрастать всякими домыслами и конспирологическими теориями. Спустя годы люди, знакомые с содержанием документов расследования, делились отрывистой информацией из дела. С опорой на эти данные специалисты пришли к банальному выводу. Причиной крушения стало сочетание погодных и технических факторов, а также резкий маневр пилотов, связанный с движением другого самолета или стаи птиц. Просто череда неудачных совпадений. На следующий день в Советском Союзе был объявлен общенародный траур. Страна стала принимать послания со всего света. В них снова было имя Юрия Гагарина, только теперь с соболезнованиями. Много писем было в те дни отправлено и в самый заурядный дом, обычную пятиэтажку в подмосковном Щелковском районе. Здесь всего месяц назад справила новоселье счастливая семья с двумя маленькими дочками Галей и Леной. Письма с соболезнованиями были адресованы Валентине Гагариной, вдове первого космонавта. Но среди потока писем было одно особенное. То самое, которое Юрий Гагарин написал 11 апреля 1961 года, накануне космического запуска. Это послание должны были передать Валентине в случае гибели мужа. Так и случилось. В письме этом, кроме каких-то личных вещей, есть и такие строки. «Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она была и небольшая. Когда-то еще в детстве прочитал слова Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть, и буду до конца. Так написал Гагарин. До завтра.